Америка началась не в аэропорту. Она началась поздно вечером на чужой кухне, где мать в третий раз пересчитывала мелкие купюры и все еще держала спину так, будто ничего страшного не происходит. На клеенке лежали мятые доллары, россыпь центов, бумажка с адресом, номер телефона и пластиковый пакет с дешевым хлебом. Этого набора было явно недостаточно для новой жизни, но именно он у вас и был. Ты сидел в соседней комнате на продавленном диване и смотрел в потолок, по которому дрожал желтый свет из кухни. В комнате пахло сыростью, старым табаком и чужими вещами, которые живут дольше своих хозяев. У батареи стояла одна из ваших сумок, так и не разобранная. Вторая лежала у двери, будто вы не приехали, а просто зашли не туда и вот-вот уйдете. Но вы не уйдете. За тонкой стеной мать шепотом спорила с человеком, который еще неделю назад обещал ей все сразу: работу, жилье, документы, помощь. Теперь выяснялось, что работы пока нет. С жильем надо немного потерпеть. Документы — это долго. И дорого. Очень дорого. Он говорил тихо, почти ласково, и от этого становилось еще хуже. Ты слышал не каждое слово, но слышал главное. Слышал, как у матери меняется голос. Днем в аэропорту она шла рядом с каменным лицом, будто просто устала после дороги. Сейчас в ее голосе впервые появилось то, чего ты раньше в нем не знал. Не злость, не раздражение, страх. Настоящий, взрослый страх. Не перед криком, не перед дракой, а перед пустотой впереди, где нельзя ни вернуться, ни быстро разобраться. Так выглядела твоя первая Америка. Не небоскребы, не свобода, не шанс, о котором говорили знакомые. Старый холодильник с магнитами и русскими бумажками, чужой диван, кухонный шепот, деньги, которые кончаются прямо на глазах. Утром тебя будет крик. Хозяйка квартиры орет так, будто вы живете здесь уже месяц, и все это время специально ломали ей жизнь. Кто-то взял не ту кружку, кто-то слишком долго был в душе, кто-то не так поставил ботинки в коридоре. Здесь все чужое. Ванна, холодильник, кастрюли, воздух. Даже вода из крана кажется чужой, жесткой, холодной, как будто и она знает, что вы здесь временные. Ты стараешься не мешать, сидишь тихо, не задаешь вопросов. Но быстро понимаешь, этого мало. Стоит тебе открыть рот, все слышат акцент. Стоит пройти по коридору, на тебя смотрят чуть дольше, чем надо. Через несколько дней мать ведет тебя по району. Прачечная, ломбард, заправка, магазин с выцветшей вывеской. Мужики на углу, которые, кажется, никогда не работают, но всегда стоят там. Решетки на окнах, грязь у обочины. Сирена где-то далеко. Ты идешь рядом и понимаешь, что Америка, о которой рассказывали, осталась где-то в телевизоре. Здесь никто не ждет твоего будущего. Здесь все заняты только тем, чтобы дотянуть до следующей недели. Вечером мать снова считает деньги. Мелочь звякает о стол, и этот звук почему-то запоминается сильнее всего. Не аэропорт, не самолет, не первые английские слова, а этот мелкий металлический звук и ее лицо, на котором еще держится взрослое упрямство, но уже нет уверенности. Наверное, именно тогда ты и начал взрослеть. Не резко, не красиво. Просто понял, что тебя привезли не в новую жизнь, а в место, где очень быстро придется учиться молчать, смотреть и не показывать слабость. Через неделю мать скажет, что дома сидеть больше нельзя. Пора в школу. Через неделю мать сказала, что дома сидеть больше нельзя. Пора в школу. Сказала это так, будто отправляла тебя не учиться, а куда-то, где все равно придется терпеть. Утром ты натянул единственные нормальные джинсы, рубашку, которая уже жала в плечах, и кроссовки, купленные еще там, дома, когда казалось, что их хватит на новую жизнь. По дороге мать повторяла одно и то же. «Не спорь, слушай учителей, улыбайся, не лезь в драки». Ты кивал, хотя внутри все давно сжалось в комок. Ты даже не знал, как попроситься в туалет. Какая там улыбка. Школа оказалась большой, шумной и какой-то слишком яркой. Слишком длинные коридоры, слишком много людей, слишком мало воздуха. У входа кто-то задел тебя плечом и даже не обернулся. Просто прошел дальше, как мимо шкафа или стены. В этот момент ты впервые понял, что унижение не всегда приходит с ненавистью.
Иногда людям просто все равно, что ты вообще здесь стоишь. В кабинете секретаря женщина говорила с матерью медленно и раздраженно, будто та все тормозит одним своим существованием. Потом повернулась к тебе, что-то спросила, и ты замер. Слова вроде были знакомые, но слиплись в одну кашу. Ты понял только, что от тебя ждут ответа. Промолчал секунду дольше, чем нужно, и на ее лице появилась усталая усмешка. Такие усмешки запоминаются быстро. Сначала тебя даже не повели в обычный класс. Посадили в маленький кабинет для таких же, как ты, тех, кто уже в стране, но еще не в языке. Учительница говорила медленно, будто ты не подросток, а сломанная техника. Потом дала бумажку на обед, показала шкафчик и отправила в столовую, где ты не понимал ни меню, ни шуток, ни того, почему все двигаются так быстро, будто родились уже зная правила. Ты стоял с подносом и вдруг очень ясно почувствовал. Без языка человек здесь как без кожи. Все касается слишком резко. Потом был обычный класс. Учительница исковеркала твое имя так, что ты сам не сразу понял, что речь о тебе. Кто-то хмыкнул, кто-то обернулся. Ты пошел между партами и почти физически почувствовал на себе взгляды. Быстрые, цепкие, равнодушные. Для них ты был не человеком, а новым странным объектом. Дешевая одежда, напряженное лицо, акцент, который выдаст тебя раньше, чем ты успеешь открыть рот. Первый урок тянулся как наказание. Ты не успевал за объяснениями, не понимал половину слов, а когда учительница попросила ответить, кровь прилила к лицу так резко, что в ушах зазвенело. Ты встал, выдавил пару ломаных фраз, и класс сразу ожил. Сначала смешки, потом кто-то повторил за тобой твои слова, кривя рот, потом еще один. Учительница сделала вид, что не замечает. У нее было 30 человек. Ты для нее не был трагедией. Ты был просто очередным иностранным пацаном, который либо подтянется, либо растворится где-то на задних партах. На перемене к тебе подошел высокий черный парень. Спросил что-то, из чего ты понял только одно слово — «Раша». Ты кивнул. Он усмехнулся, изобразил боксера, потом солдата, потом сделал тупое лицо. Вокруг уже стояли еще трое. Они ждали, что ты сделаешь. Засмеешься — значит, признаешь себя клоуном. Разозлишься — дашь повод. Покажешь страх — попробуют снова. Ты просто посмотрел на него и ушел. Ничего героического в этом не было. Но именно тогда ты начал понимать местную арифметику. Здесь уважают недобрых. Здесь уважают тех, кого трудно дожать до конца. Домой ты вернулся молча. Мать засыпала вопросами, как все прошло, дали ли учебники, понял ли ты расписание. Ты отвечал коротко, и она злилась, потому что у нее самой не было сил разбираться в твоем молчании. Вечером отчим добавил остальное. Сказал, что если ты так и останешься тупым чужаком, тебя будут топтать всю жизнь. Он не кричал, говорил ровно, жестко, будто забивал слова в дерево. И вот тогда ты понял еще одну вещь. Дома тебя тоже не спасут. На следующий день ты пошел в школу уже иначе. Не как ребенок, которого ведут на страх, а как человек, который понял, что сначала здесь надо выучить не язык, а лица. И очень скоро ты начнешь замечать своих. Своих ты замечаешь не сразу. Сначала просто начинаешь выхватывать знакомые звуки в школьном гуле. Резкое «эй», короткое «да ладно», мат, сказанный с тем самым нажимом, который ни с чем не спутаешь. Потом видишь парня в старой кожанке, который у доски отвечает учителю по-английски почти без акцента, а на перемене разворачивается к другу и тут же переходит на русский. И в этот момент внутри у тебя что-то отпускает. Не потому, что стало безопасно, просто впервые за долгое время ты понимаешь чужую речь без усилия. Его зовут Антон. Он старше на год, ниже, чем ты ожидал, но двигается так, будто уже знает, где в районе можно срезать, где лучше не стоять, а где опасность начинается еще до темноты. Он сам подходит к тебе после уроков и спрашивает быстро без улыбки: «Откуда ты? Сколько здесь? Кто родители? В каком доме живешь?» Не знакомится, проверяет. Когда слышит адрес, коротко кивает, знает этот блок. Потом сразу начинает объяснять. Не ходи после темноты на соседнюю улицу. Не цепляйся с пуэрториканцами с угла. У толстого пакистанца в магазине сдачу всегда пересчитывай. Он новеньких режет на мелочи. Говорит он это спокойно, будто выдает вещь, которую ты и так должен знать. В каком-то смысле так и есть. В новых районах свои нужны сначала не для дружбы.
Сначала свои нужны, чтобы не вляпаться в совсем глупую беду. Через Антона ты знакомишься с остальными. Славик, молчаливый, злой, будто все время не доспал. Витя из Одессы смеется даже тогда, когда надо бежать. Леха приехал давно и уже говорит по-английски лучше всех, но дома его все равно зовут Лешей, и это почему-то важнее любых слов. Они разные, но держатся вместе. Не потому, что такие близкие. Просто здесь слишком легко остаться одному, а одному здесь быстро объясняют твое место. После школы вы идете в русский магазин через 3 квартала. Снаружи он выглядит жалко. Выцветшая вывеска, мутные окна, объявление о работе, переводах денег, съеме комнаты. Но внутри все другое. Колбаса, кефир, радио с какими-то старыми песнями, женщины в пуховиках, мужики у кассы, спорящие так, будто они все еще не здесь. На стене бумажки. Помогу с документами, работа на складе, ремонт машин. Ты стоишь и вдруг понимаешь, что Америка на самом деле разбита на маленькие острова. И на каждом люди тянут за собой старую жизнь, как чемодан, который давно тяжелый, но выбросить жалко. Антон берет тебе дешевую газировку и говорит вещь, которую ты потом еще долго будешь вспоминать. Не думай, что свои — это значит хорошие. У своих просто проще попросить, проще договориться и проще влезть в неприятности. В тот же вечер ты видишь, как это работает. К магазину подкатывает старый кадиллак. Из него выходит тяжелый мужик в длинном пальто, заходит в подсобку, а через минуту хозяин уже сам выносит ему ящик сигарет и какой-то пакет. Все делают вид, что ничего не происходит. Ты тоже. Потом Антон тихо говорит: «Здесь у половины бизнеса 2 лица. Одно для улицы, второе для своих». Через пару дней он зовет тебя помочь разгрузить фургон у знакомого. Говорит, заплатят наличкой. Ты едешь после школы, думая, что это просто коробки. Но склад полупустой, хозяин говорит шепотом, а в углу сидят 2 взрослых мужчин и молча смотрят, как вы таскаете ящики без маркировки. За вечер тебе дают $20. Ты мнешь купюры в кулаке и чувствуешь сразу 2 вещи — стыд и облегчение. Потому что дома на эти деньги можно купить еду, а объяснять себе все остальное ты будешь потом. И очень скоро дома эти деньги заметят. Дома эти деньги замечают сразу, не потому что сумма большая, наоборот, смешная. $20, потом еще какие-то мятые купюры, мелочь, которую ты приносишь в кармане куртки и выкладываешь на стол так, будто это пустяк. Но в квартире, где каждую покупку сначала считают, а потом уже несут к кассе, даже такие деньги не проходят незаметно. Они исчезают быстро. Хлеб, молоко, дешевые макароны, стиральный порошок, проезд, что-то для школы. И вот уже от твоей первой подработки остается пара бумажек, которых даже неловко стыдиться. Но вместе с деньгами дома меняется кое-что еще. На тебя перестают смотреть, как на ребенка. Теперь ты еще одна пара рук, которая должна тянуть этот быт. Мать все чаще уходит затемно и возвращается поздно, с красными руками от химии, запахом чужих квартир, кухни или моющих средств, которые въедаются в одежду. Иногда она даже не ест, просто садится на край кровати и несколько минут сидит молча, как будто ей нужно сначала вернуться в собственное тело. Отчим, наоборот, все чаще дома. Сначала жалуется, что работы мало, потом, что его обманули, потом, что здесь все устроено против таких, как вы. От этих разговоров в квартире становится теснее, чем от мебели. Он говорит громче, пьет чаще, двигается тяжелее. Ты довольно быстро понимаешь простую вещь. Настоящая беда и человек, который прячется за бедой, это не одно и то же. Скандалы начинаются с ерунды. Кто не закрыл окно, кто потратил лишний $1, кто не вынес мусор. Но ты уже видишь, дело никогда не в мелочи. Просто у каждого внутри давно копится что-то свое, и квартире уже тесно от чужой усталости. Однажды вечером отчим хватает тебя за ворот рубашки из-за того, что ты слишком громко захлопнул дверь. Не бьет, просто держит близко, дышит пивом в лицо и шипит, что ты начал слишком много о себе понимать с этими своими деньгами и видом. Раньше ты бы отвел глаза, в этот раз не отводишь. Это длится секунду, не больше. Но он успевает понять главное. Перед ним уже не тот испуганный пацан, который молчал в чужой квартире в первую неделю после приезда. Он отпускает тебя резко, с раздражением, будто обжегся.
И после этого дома становится еще хуже. Не громче, а холоднее. Ты все чаще уходишь после школы с Антоном и остальными. Сначала это мелочи. Подождать у входа, отнести пакет, передать кому-то конверт, помочь разгрузить ящики. Никто ничего не объясняет до конца, но ты и сам не дурак. Нормальные взрослые не платят подросткам наличкой за молчание и быстрые ноги. Ты это понимаешь и все равно берешь. Потому что бедность очень быстро меняет логику. Пока дома пустой холодильник, грязные деньги выглядят не грязными, а полезными. Первые по-настоящему легкие деньги приходят за простую работу. Постоять возле автомойки и предупредить, если подъедет чужая машина. Час на холоде, ничего особенного, за это тебе дают $40. Ты держишь их в кармане и чувствуешь, как внутри поднимается нехорошая мысль. Честные взрослые убиваются целыми днями за копейки, а здесь один вечер приносит больше. Вот так все обычно и начинается. Ни с оружия, ни с крови. С момента, когда легкие деньги впервые кажутся не опасностью, а здравым смыслом. Ты покупаешь себе нормальную толстовку и впервые за долгое время заходишь в школу без привычного стыда. Никто не спрашивает, откуда она. Учителя не замечают. Мать делает вид, что верит в обычную подработку. Очень скоро ты поймешь, что в таких местах за каждый легкий доллар потом приходит счет. Очень быстро ты начинаешь понимать, как устроен ваш район, хотя никто этого вслух не объясняет. Латиносы держат одни углы, черные подростки — другие. Старые американцы смотрят на всех вас, как на очередную волну чужих, которая шумит, коптит, торгует из багажников и слишком громко живет. А русские, украинцы, армяне, все ваши взрослые, влезают туда, куда можно влезть без диплома, без связей и без чистых правил. Переводы денег, доставка, склады, автомойки, ремонт, серые подработки, торговля из-под полы. Вы не хозяева здесь, но и не совсем жертвы. Вы где-то посередине, злые, бедные, цепкие, слишком слабые, чтобы диктовать правила, слишком упрямые, чтобы вас просто выдавили. Ты начинаешь замечать взрослых русских мужиков, которые вроде бы поднялись. Один ездит на чистой машине и держит автомойку, но туда почему-то постоянно заходят не клиенты, а какие-то тихие люди с пакетами. Другой чинит телефоны и всегда говорит, что у него свой бизнес, только вечером к нему тянутся слишком мутные лица. Третий ходит в дорогом пальто и любит рассказывать новеньким, что в Америке главное — не быть тряпкой. Ты смотришь на них и понимаешь, никакой американской мечты здесь нет. Просто старая постсоветская привычка выживать, только вывески другие и язык вокруг чужой. Тебя начинают использовать чаще. Уже не только на разгрузке, подождать у входа, отнести записку, передать ключи, постучать в дверь и проверить, дома ли человек. Взрослым удобно, когда вместо них бегает пацан, который уже понимает английский чуть лучше недавно приехавших, но все еще выглядит достаточно мелким, чтобы полиция смотрела сквозь него. Бесит тебя даже не сама работа, бесит взгляд, не как на своего. Не как на младшего, как на вещь, которую удобно послать первой. Однажды все становится совсем ясным. Тебя с Витей отправляют забрать пакет из прачечной в 3 кварталах. Дело вроде обычное, таких уже было несколько. Но в этот раз еще с улицы чувствуется что-то неправильное. У входа стоит незнакомая машина. Внутри нервно ходит мужик в кепке. Витя шепчет: «Что-то не так». Вы сразу разворачиваетесь, но поздно. Сзади хлопает дверь, и кто-то орет. Не полицейский голос. Хуже. Чьи-то люди. Видимо, пакет ждали не только вы. Вы срываетесь с места, летите через двор, перепрыгиваете забор, цепляетесь штанами за сетку, падаете в грязь, снова вскакиваете и бежите. Сердце колотится так, будто сейчас вырвется наружу. Витя матерится, задыхаясь, ты почти ничего не слышишь, кроме собственного дыхания и тяжелых шагов где-то сзади. В тот вечер вы уходите только чудом. А потом происходит самое главное. Когда вы возвращаетесь, тот самый взрослый, который вас туда послал, даже не выглядит особенно виноватым. Он только кривится, говорит, что надо было быть внимательнее и сует вам по 20-ке сверху за нервы. Будто речь о неудобстве, а не о том, что вас могли переломать за чужие дела. И вот тогда до тебя наконец доходит.
Для них ты не свой, ты удобный. Пока молчишь, бегаешь и рискуешь вместо них, ты нужен. Сломаешься, сядешь, пропадешь, найдут другого такого же. Ночью ты сидишь на пожарной лестнице у дома и смотришь вниз. Во дворе кто-то орет, хлопают двери машин, где-то мигает сирена, в окнах синий телевизионный свет. И именно там, на ржавой железке, ты впервые по-настоящему решаешь одну вещь. Кем угодно, бедным, злым, чужим, ты еще можешь быть. Расходником — нет. И очень скоро жизнь проверит, насколько это было всерьез. Холод в тебе действительно появился. Но не сразу. Сначала это выглядело как обычная осторожность. Ты просто стал меньше говорить, больше смотреть, быстрее чувствовать, когда лучше уйти, а когда остаться. Но потом начал замечать, что меняется не только поведение, меняется взгляд на людей. Раньше ты хотел только одного — выбраться из нищеты, чтобы дома не считали центы на столе, чтобы не донашивать чужое, чтобы никто не смел хватать тебя за воротник. Теперь этого уже было мало. Теперь ты все чаще думал не только о деньгах, а о том, как вообще устроены люди вокруг. Кто врет, кто трусит, кто опасен только в компании, кто улыбается, пока ты нужен, кто уже решил, что ты у него в кармане. Работы становилось больше. Тебя звали уже не случайно, а потому что ты был удобен, не болтал, не задавал лишних вопросов, не терялся, когда становилось нервно. Один вечер на автомойке, другой на складе, третий в гараже, где возились с запчастями так, будто это просто ремонт, хотя даже тебе было понятно, что не все там чисто. Ты все еще был подростком, но жил уже как взрослый, у которого нет права на слабый день. Самое опасное в этом было даже не то, что ты влезал все глубже. Самое опасное, как быстро к этому привыкаешь. Человек вообще ко всему привыкает. К усталости, к страху, к грязным деньгам. К тому, что вчера казалось временным, а сегодня уже просто образ жизни. У тебя появились нормальные вещи – куртка, кроссовки, часы с рынка, которые выглядели дороже, чем стоили. В школе это заметили сразу. Те, кто недавно смеялся над твоим акцентом, теперь просто смотрели внимательнее. Учителя тоже чувствовали перемену, но не понимали ее. Ты больше не выглядел потерянным. Со стороны это, наверное, было похоже на уверенность. На деле просто броня, которую надевают слишком рано. Мать тоже видела, что ты меняешься. Ей нравилось, что у тебя появились деньги. Не нравилось, каким ты становился. Раньше из тебя еще можно было вытащить хоть что-то. Как прошел день, с кем ты был, о чем думаешь. Теперь ты отвечал коротко, все чаще смотрел мимо и будто постоянно был не здесь. Она пару раз пыталась поговорить серьезно, но быстро бросала. В ее жизни и без тебя было слишком много боли, чтобы еще и тебя вытаскивать из чего-то, чего она даже до конца не видела. А потом в эту историю по-настоящему вошел Гена. До этого он был просто одним из взрослых русских, которые всем вокруг что-то поручают. Но постепенно он начал вести себя так, будто ты уже его человек. Сначала просил, потом говорил тоном, в котором просьбы не было. «Привези, передай, подожди, сходи». И все это так, будто ты не выбираешь, а просто выполняешь свою функцию. Однажды вечером он сунул тебе ключи и велел отвезти машину на другой конец района. Без объяснений, просто потому что так надо. Ты посмотрел на ключи, потом на него и впервые спокойно сказал, что сегодня не поедешь. Не нагло, не громко, просто нет. На секунду стало очень тихо. Даже те, кто стоял рядом, перестали двигаться, потому что дело было уже не в машине и даже не в Гене. Дело было в том, что удобный пацан вдруг отказался быть удобным. Гена подошел ближе и почти шепотом сказал, что ты начал путать берега. Раньше от одного такого тона у тебя бы все внутри сжалось. Сейчас тоже сжалось. Страх никуда не делся, но ты его не показал. И именно это разозлило его сильнее всего. В таких местах опаснее всего не крик, не драка, а спокойный отказ человека, которого уже привыкли считать своим. Гена вырвал ключи назад и бросил, чтобы ты проваливал. Формально ничего не произошло, но по дороге домой руки у тебя все равно дрожали. Не от слабости, от понимания. Назад уже не будет. К роли удобного пацана ты больше не вернешься. И очень скоро выяснится, что у любого «нет» здесь есть цена.
Лена появляется не в какой-то особенный день. Просто после школы ты заходишь в маленькую закусочную возле автобусной остановки, берешь самый дешевый кофе и стоишь у окна, пересчитывая мелочь, чтобы хватило еще и на сэндвич. За кассой девушка в серой кофте спорит с каким-то мужиком из-за сдачи. Не грубит, не улыбается, просто спокойно повторяет одно и то же, пока тот, наконец, не машет рукой и не отходит. Потом она смотрит на тебя и спрашивает, нужен ли тебе еще сахар. И ты почему-то сразу замечаешь главное. Она говорит с тобой не как с проблемой и не как с бедным новеньким, а просто как с человеком. Для тебя это уже редкость. Ее зовут Лена, она тоже из ваших, но совсем не похожа на тех, с кем ты обычно крутишься. Живет с матерью в паре кварталов, учится в соседней школе, по вечерам помогает в этой закусочной и злится, когда взрослые начинают свою любимую песню про то, что здесь все против нас. Она не ноет. Если чего-то не понимает по-английски, переспрашивает так, будто это не стыдно, а нормально. И в этом тоже есть какая-то своя сила. Сначала вы просто перекидываетесь короткими фразами. Потом ты начинаешь заходить чаще. Не каждый день, чтобы это не выглядело глупо, но достаточно часто, чтобы она уже знала, какой кофе ты берешь и что кетчуп картошки тебе не нужен. Иногда после закрытия вы идете вместе до угла, где ваши дороги расходятся. И рядом с ней ты постепенно замечаешь странную вещь. Тебе не нужно все время держать лицо. С улицей ты всегда настороже. Дома сжат. Со своими полезен. С Леной ты впервые за долгое время просто идешь и молчишь, не ожидая, что это молчание надо чем-то защищать. Она не вытягивает из тебя душу и не играет в спасительницу. Просто слушает. Иногда смеется над чем-то очень простым, над вырезкой с ошибкой, над жирным голубем у остановки, над тем, как ты однажды полчаса искал правильное слово и в итоге махнул рукой и сказал по-русски. И рядом с этим смехом ты вдруг вспоминаешь, что жизнь — это не только район, деньги и вечная готовность дать в ответ. Но именно поэтому становится опасно. Пока у человека ничего нет, улица бьет только по нему. Как только у него появляется что-то дорогое, это сразу превращается в слабое место. Антон замечает вас довольно быстро. Однажды видит, как вы стоите у магазина, и потом говорит коротко, без привычной ухмылки. Не светись с ней слишком сильно. Здесь, если у тебя появляется что-то нормальное, это либо отнимут, либо используют против тебя. Ты злишься. Не на Антона, на то, что он прав. Потому что Лена для тебя — это уже не просто девушка из закусочной. Рядом с ней ты впервые начинаешь видеть другую жизнь. Не красивую, не богатую, не легкую. Просто такую, где не надо все время быть настороже и помнить, кому ты должен, а кому еще только станешь должен. Она этого не говорит прямо, но чем больше ты влезаешь в районные дела, тем чаще смотрит на тебя так, будто пытается понять, ты правда этого хочешь или просто не видишь другого выхода. И этот взгляд цепляет сильнее любых слов. С этого дня ты начинаешь бояться не за себя, за нее. И очень скоро окажется, что это был правильный страх. Все ломается не в один день. Сначала кажется, что опасность где-то рядом, но все еще не у вас. Просто район, просто чужие долги, просто взрослые дела, в которые вы случайно заглянули. Так обычно и обманывают себя люди, пока беда еще ходит кругами, а не стучит прямо в дверь. Потом Лена перестает выходить на смену. Один вечер, второй, третий. В закусочной говорят, что она заболела, но ты сразу чувствуешь. Врут. Слишком быстро отводят глаза, слишком резко обрывают разговор. В таких местах правду редко скрывают красиво. Ее просто перестают произносить вслух. Ты находишь Лену сам. Она сидит не дома и не в школе, а на бетонной лестнице за своим домом, в куртке, наброшенной поверх свитера, с руками, спрятанными в рукава. Лицо бледное, глаза пустые, как после нескольких ночей без сна. Сначала она вообще не хочет говорить, потом все-таки выдавливает из себя главное. Ее старший брат влез в долги. Не просто занял у кого-то деньги. Полез в машины, в какие-то бумаги, в быстрые сделки, где все сначала обещают легкий выход, а потом начинают считать, кому и сколько ты теперь должен. Таких историй вокруг было полно. Просто раньше они были не ваши. К ним уже приходили, не били, не орали, не ломали дверь. Просто вежливо объяснили, что долг — это семейная проблема, а значит, платить будут все. В ее голосе нет истерики. От этого только хуже.
Когда человек говорит слишком спокойно, значит, внутри он уже увидел самое неприятное и теперь просто пытается не развалиться снаружи. Ты слушаешь и почти сразу понимаешь, кто может за этим стоять. Те же лица, те же круги, те же взрослые, которые улыбаются, пока ты полезен, только теперь это уже не чужая грязь, теперь она добралась до человека, который тебе дорог. Через Антона ты пытаешься узнать, с кем именно связался брат Лены. Тот сначала отмахивается, потом, когда ты не отстаешь, называет имя. Гена. Ты даже не удивляешься по-настоящему. Просто внутри становится холодно и очень тихо. Формально ты тут ни при чем, но район не любит таких совпадений. Если захочет, свяжет в одну цепь все, что ему удобно. В тот же вечер Гена сам находит тебя у автомойки. Подходит спокойно, почти дружелюбно, будто вы просто давно не виделись. Закуривает, смотрит в сторону дороги и говорит, что слышал, будто ты стал слишком самостоятельным. Потом добавляет, не повышая голоса. В этом районе никто не бьет сразу по тебе. Сначала трогают воздух вокруг, чтобы ты сам понял, как мало у тебя на самом деле своего. Он говорит это тихо, почти лениво, но ты понимаешь все. В этот момент тебе впервые хочется ударить взрослого человека не от злости, а от бессилия. Но ты стоишь и молчишь, потому что теперь дело уже не только в тебе. Любое лишнее движение может ударить по Лене. И именно тогда ты понимаешь окончательно. Из такой игры нельзя просто соскочить. Пока ты внутри, платить могут не только тобой. А через несколько дней ты увидишь, как быстро общий страх превращается в очень личный. После разговора с Геной ты несколько дней живешь так, будто под кожей натянули проволоку. Снаружи все вроде то же самое. У школы толпятся подростки. В закусочной снова шипит кофемашина. Дома хозяйка все так же хлопает дверцами шкафов, мать считает покупки, отчим бурчит себе под нос. Но внутри у тебя уже все перестроилось. Раньше опасность была общей, размазанной по району, по вечерним углам, по взрослым разговорам, в которых лучше не участвовать. Теперь у нее появилось направление — Лена. Ты пробуешь держаться от нее чуть дальше, будто это может хоть что-то спасти. Реже заходишь в закусочную, отвечаешь короче. Несколько раз врешь, что занят, что работа, что дома проблемы. Она смотрит на тебя дольше обычного и, конечно, не верит. Люди, которые выросли рядом с бедностью, вообще очень быстро учатся чувствовать ложь. Слишком часто от нее зависит настроение в доме. Потом исчезает ее брат. Некрасиво, не как в кино, ни с запиской и ни с драмой. Просто не приходит домой. Один день, второй, третий. Мать Лены обзванивает знакомых, бегает по району, возвращается с серым лицом и запирается в ванной. Лена делает вид, что держится, но руки у нее начинают дрожать даже тогда, когда она просто наливает кофе. Все понимают, только никто не говорит прямо. Если человек влез туда, куда не стоило, вариантов обычно немного. Ты через Антона пытаешься узнать хоть что-то. Тот тянет, матерится, потом все-таки говорит, что брата видели с 2 людьми Гены в ночь перед исчезновением. Дальше тишина. В вашем районе тишина всегда значила больше, чем слухи. Через 2 дня приходит полиция. Не к Гене, не к тем, кто реально крутит деньги. К вам. Утром, когда ты еще натягиваешь куртку перед школой, в дверь стучат так, что хозяйка вскрикивает в своей комнате. На пороге 2 в форме и 1 в штатском. В квартире сразу становится тесно. Им нужны имена, адреса, кто с кем общается, где ты бываешь после школы, почему тебя видели возле одного гаража. Говорят спокойно, почти вежливо, но ты сразу понимаешь, кто-то начал сдавать цепочку, и теперь трясут всех, до кого проще дотянуться. Отчим пугается моментально. Это видно потому, как у него меняется голос. Он начинает улыбаться слишком быстро, говорит слишком много, объяснять то, о чем его еще не спрашивали. Мать бледнеет, но держится жестче. А ты стоишь и смотришь, как люди в форме ходят по вашей тесной кухне, и вдруг очень ясно понимаешь, когда приходит настоящая беда, каждый в первую очередь спасает свою шкуру. После их ухода отчима срывает. Он орет, что ты притащил в дом проблемы, что из-за тебя вас выгонят, что он с самого начала говорил, чем все кончится. Мать пытается его заткнуть, он разворачивается на нее, она отвечает, и в какой-то момент он толкает ее так, что она ударяется спиной о край стола.
Дальше все происходит слишком быстро. Ты бросаешься на него без мысли, без расчета, просто как бросаются на то, что больше нельзя терпеть. Валишь его на пол, бьешь один раз, второй, слышишь, как мать кричит, как где-то в другой комнате хлопает дверь. Когда встаешь, у него кровь из носа, у тебя сбиты костяшки, а в кухне стоит такая тишина, как будто все внезапно поняли что-то важное. Дом кончился. В тот же вечер ты уходишь. Рюкзак, пара футболок, немного денег, зубная щетка и все. Антон пускает тебя переночевать у двоюродного брата в полупустой квартире над мастерской. Там холодно, пахнет маслом, пылью и железом, но никто не орет и не делает вид, что все нормально. И от этого там почему-то легче дышать. Ночью, сидя на подоконнике с сигаретой, Антон наконец говорит то, что давно держал при себе. Кто-то из своих начал сдавать имена, чтобы самому вылезти, и, по слухам, этим человеком может быть Витя. Тот самый Витя, с которым ты бегал через дворы и падал в грязь. И вот тогда, под утро, вместо злости приходит что-то тяжелее — усталость. Не от этого дня, от всего пути, по которому ты шел все это время. И впервые тебе хочется не просто отбиться, тебе хочется выйти. Утром ты просыпаешься в чужой квартире над мастерской с ощущением, будто за одну ночь стал старше на несколько лет. Снизу гремят железные ворота. Кто-то долго заводит старый двигатель, и звук поднимается через пол, как дрожь. В комнате холодно, матрас тонкий, под окном стоит банка с окурками, которых точно не было бы в нормальной жизни. Ты лежишь и смотришь в серый потолок, пока не понимаешь простую вещь. Дальше так жить нельзя. Не потому что страшно. Страшно было и раньше. Просто раньше страх хотя бы что-то приносил. Деньги, статус у своих. Ощущение, что ты уже не самый слабый. Теперь от него осталась только усталость. Первым делом ты идешь к Лене. Не с красивыми словами и не с готовым планом. Просто потому, что если не пойдешь сейчас, потом можешь уже не успеть. Она открывает дверь не сразу. Выглядит так, будто не спала несколько ночей подряд. Волосы собраны кое-как, под глазами темные круги. На кухне за ее спиной сидит мать и курит в открытую форточку, хотя раньше вроде бросила. Ты говоришь Лене прямо. Хочешь вытащить себя из этого. Хочешь перестать бегать на чужих нервах. Хочешь, чтобы вас хотя бы перестали трогать. Она слушает молча, потом спрашивает. Ты правда думаешь, что отсюда можно просто выйти? И вот на этот вопрос у тебя впервые нет красивого ответа. Есть только упрямство, которое уже уперлось в стену, и либо проломит ее, либо само сломается. Через двоюродного брата Антона тебе находят работу в автосервисе. Хозяина зовут Армен. Ты видел его и раньше, он иногда появлялся в районе, но не крутился ни с кем из местных, не лез в разговоры, не улыбался лишний раз. От него всегда пахло маслом, сигаретами и нормальной усталостью человека, который действительно работает, а не рассказывает про свои схемы. Сервис оказывается маленьким, темным и честным. Подъемник скрипит, на полу пятна старого масла, на стене календарь двухлетней давности с полуголой моделью и армянским монастырем. Тебе дают тряпку, перчатки и показывают, где лежат фильтры. Работа тяжелая, скучная и почти унизительно обычная, после тех легких денег, к которым ты уже успел привыкнуть. Но в конце дня, когда спина ноет, руки пахнут железом, а Армен просто молча отсчитывает тебе наличные за смену, ты вдруг ловишь странное чувство. Эти деньги маленькие, но от них не хочется отмываться. Именно в такие моменты человек впервые понимает, что выход из грязи редко выглядит как победа. Сначала он выглядит как шаг назад, как дешевая работа, как чужая койка, как жизнь без понтов и быстрых денег. И только потом становится ясно, что это не шаг назад, а первый шаг вообще куда-то в сторону. Ты даже начинаешь строить план, снять угол отдельно, подтянуть английский не улицей, а по-настоящему, зацепиться за сервис. Через год может перейти в место получше, когда-нибудь открыть свой гараж. Это еще не мечта, скорее черновик мечты, но хотя бы что-то. А потом в сервис приходит Витя, и по его лицу ты сразу понимаешь, прошлое не собирается отпускать тебя спокойно. Витя появляется в сервисе днем, когда ты как раз меняешь масло на старой Тойоте. Сначала ты замечаешь не его, а паузу вокруг. Армен поднимает голову от бумаг. Клиент у кассы оборачивается, и только потом ты видишь Витю у ворот.
В той же куртке, но будто на размер меньше, как если бы за последние недели он сдулся изнутри. Лицо серое, глаза бегают, привычной смешливости нет вообще. Он просит выйти поговорить. Ты не хочешь, но все равно выходишь за угол сервиса, туда, где пахнет мокрым картоном, бензином и ржавым забором. И там Витя, наконец, вываливает все сразу, как человек, который давно держал это в горле и больше не может. После одной облавы его взяли на мелочи, пообещали срок, потом предложили выбор — либо помогает, либо тонет первым. Он клянется, что не сдавал тебя напрямую, что пытался обходить ваши имена, что все вышло хуже, чем он думал. Ты слушаешь и почти ничего не чувствуешь. Не потому, что простил, а потому, что слишком устал удивляться. В таких вещах не бывает «не совсем предал». Бывает только раньше или позже. Ты говоришь ему уходить и больше никогда не приходить сюда. Он хватается за рукав, бормочет, что Гена уже знает слишком много, что район трещит по швам, что все сейчас спасают себя как могут. Ты резко убираешь его руку, и он уходит, не оборачиваясь. Кажется, на этом все. Но прошлое уже умеет заходить без стука. На следующий день в сервис приходят двое людей Гены, днем, при клиентах. Один просто стоит и смотрит, как ты работаешь. Второй спрашивает почти вежливо, не рано ли ты решил стать честным? Ни крика, ни драки, ни угрозы в лоб. И именно поэтому становится по-настоящему мерзко. Им уже не нужно пугать тебя силой. Достаточно показать, что они могут дотянуться даже сюда. Армен выходит из подсобки, молча становится рядом и смотрит на них так, будто дает последний шанс уйти по-хорошему. Они уходят. Без шума. Но после этого тебе становится окончательно ясно. Просто сменить работу и адрес не получится. Вечером Армен вызывает тебя в маленькую подсобку. Там пахнет табаком, пылью и старым металлом. Он долго молчит, потом говорит спокойно. Либо рассказываешь правду, либо уходишь сейчас и больше не подставляешь его место под чужие разборки. Ты впервые за долгое время не врешь взрослому, не рассказываешь все, но говоришь достаточно. Район, Гена, попытка вылезти, люди, которые не отпускают. Армен слушает, курит у открытого окна, потом тушит сигарету и отвечает. У каждого второго пацана из таких кварталов одна история. Сначала думаете, что контролируете грязь, потом удивляетесь, что она лезет в дом. После этого не выгоняет тебя, только предупреждает, второго шанса не будет. Почему-то именно эта сухая честность бьет сильнее любой жалости. Ты начинаешь резать связи одну за другой, меняешь маршрут, не подходишь к русскому магазину, ночуешь в разных местах, не отвечаешь на половину звонков. Антон помогает, но уже без своих обычных шуток. Он сам понимает, что район начал гнить быстрее, чем раньше. Слишком много паники, слишком много денег, слишком много тех, кто готов сдать другого, лишь бы спастись самому. А потом звонят в сервис. Армен берет трубку, долго слушает, ничего не говорит и протягивает ее тебе. Незнакомый голос, без приветствия, называет адрес, где сейчас Лена с матерью. Потом спокойно спрашивает: «Далеко собрался?» и кладет трубку. После этого выбор становится совсем узким. Теперь речь уже не о тебе. Теперь тебе дают понять, чем именно будут платить за твой выход. И в эту ночь ты впервые понимаешь, дальше тянуть уже нельзя. К утру в тебе почти не остается суеты. Страх никуда не делся, злость тоже. Но они как будто выгорели и осели на дно, оставив после себя только очень тихую ясность. Ты слишком долго жил так, будто любой следующий день еще можно как-то пересидеть, перетерпеть, переждать. Теперь вдруг понимаешь, некоторые вещи нельзя дотянуть. Их можно только оборвать. Сначала ты везешь мать. Она садится рядом с маленькой сумкой на коленях и всю дорогу смотрит в окно. Не спрашивает, куда именно вы едете, не просит объяснить. Видимо, по твоему лицу уже все понятно. На светофоре она вдруг говорит, не поворачивая головы, что все это время думала, будто спасает тебя тем, что вывезла в Америку, а вышло так, что просто перетащила тебя в другую форму той же беды. Ты не споришь. Не потому, что она права во всем, а потому, что сейчас вообще не время разбираться, кто кого когда сломал сильнее. Сейчас нужно только одно — убрать ее из радиуса удара.
У дома знакомой она выходит медленно, берется за ручку двери и вдруг на секунду становится очень маленькой, почти как тогда на той первой кухне с мятыми деньгами. Ты не обнимаешь ее, она тоже. Вы оба не умеете чинить такие вещи жестами. Потом ты едешь за Леной и ее матерью. Машина внутри пахнет холодом, дешевым освежителем и твоими мокрыми перчатками. По дороге вы почти не разговариваете. У выезда из города Лена просит остановиться. Пару секунд молчит, потом спрашивает не что будет дальше, а что ты решил. И ты отвечаешь честно. Я решил, что больше никто не будет жить на моем страхе. Она смотрит долго, будто запоминает тебя именно таким, уставшим, злым, уже почти взрослым. Потом наклоняется, коротко целует тебя в щеку и уходит к машине своей матери. Без обещаний, без «позвони», без слов, которые все равно ничего бы не гарантировали. Дальше ты едешь к Вите. Он открывает не сразу, заспанный, серый, с лицом человека, который уже давно знает, что плохо кончит, но все еще надеется выторговать себе лишнюю неделю. На этот раз ты не орешь и не хватаешь его за грудки. Просто говоришь, что у него остался один шанс хоть как-то вылезти из того, во что он влез. Ломается он быстро. Говорит, что Гена после последних движений стал нервным, что часть товара и бумаг он перевез в другой гараж, что там не только детали и наличка, но и то, за что уже не отделаются разговорами. Пока он шепчет адрес и время, ты смотришь на облупленную краску на его кухне, на кружку с чаем, на неубранную пепельницу, и вдруг понимаешь, до чего жалко выглядит предательство, когда оно, наконец, доходит до конца. Оставшиеся часы тянутся вязко. В мастерской тихо. За стеной звенит металл, щелкает компрессор, где-то в углу капает вода из старой трубы. Ты сидишь один и смотришь на свои руки, сбитые костяшки, въевшаяся грязь под ногтями, мелкие шрамы. Этими руками ты таскал ящики, держал чужие деньги, врал матери, бил отчима, менял тормозные колодки. И этими же руками теперь собираешься сделать единственную вещь, которая у тебя осталась. Ты не едешь к Гене сам. Не устраиваешь сцену, не играешь в героя. Такие вещи в жизни редко заканчиваются красиво. Через Армена ты передаешь адрес туда, где эту информацию поймут правильно и используют быстро. Без пафоса, без желания смотреть, чем все кончится. Потому что в такие моменты главное — не увидеть развязку. Главное — не оказаться внутри нее. А вечером ты исчезаешь из района. Не как победитель, как человек, который наконец понял цену промедления. И только позже узнаешь, что цепь действительно порвалась, но вместе с ней порвется и все остальное. Цена приходит почти сразу. О гараже ты узнаешь не в ту же ночь, а позже, отрывками, как обычно и узнают такие вещи. Сначала кто-то говорит, что там был налет. Потом другой уточняет, что брали не всех и не за все. Потом до тебя доходит главное — цепь сорвали. Не всю, но достаточно, чтобы люди заметались, телефоны замолчали, а имя Гены перестало звучать так уверенно, как раньше. И вот тут приходит самое неприятное чувство. Не радость, не облегчение, даже не месть. Пустота. Потому что ты понимаешь, ты не выиграл. Ты просто успел сделать ход раньше, чем сделали его за тебя. Для старой среды ты теперь не парень, который вовремя вылез, не тот, кто понял. И уж точно не тот, кому повезло. Для них ты человек, после которого начались проблемы. А такие вещи в районах вроде вашего не забывают. Первые недели проходят как в тумане. Допросы, кабинеты, те же вопросы, заданные разными голосами. Лица людей, которые делают вид, что им все и так понятно, просто хотят услышать, как именно ты будешь путаться в словах. Ты рассказываешь ровно столько, сколько нужно, чтобы не утянуть себя глубже, и молчишь ровно там, где любое лишнее слово уже не спасает, а только добавляет грязи. После таких историй человека редко вытаскивает правда. Обычно его вытаскивает только мера. Армен подтверждает, что ты работал у него и пытался держаться в стороне от того, что тянулось следом из района. Витя окончательно исчезает. Не драматично, не в тюрьму у тебя на глазах, не под сирены. Просто растворяется, как растворяются люди, рядом с которыми стало слишком много стыда и слишком мало опоры. Ты больше его не видишь. С Геной все тоже заканчивается не так громко, как любят в кино. Его берут не за все, что он делал. За все в таких делах почти никогда не берут. Только за то, что можно положить на стол, подшить в папку и показать наверх. Но и этого хватает, чтобы его мир перестал быть твоим миром.
И только тогда ты по-настоящему понимаешь цену выхода. Назад дороги нет. Тебе уже нельзя вернуться в тот район, как раньше. Нельзя зайти в русский магазин и сделать вид, что это все еще твоя территория. Нельзя искать защиту у тех же людей, которые еще вчера называли тебя своим. В таких средах память короткая только на добро, на предательство, страх и чужие проблемы она очень длинная. Через знакомого Антона ты все-таки перебираешься в Нью-Джерси. Не в красивую жизнь, в маленькую комнату, чужую койку и кузовной цех, где пахнет шпаклевкой, краской и металлом. Работа тяжелая, скучная, честная. Под конец смены руки гудят так, будто по ним весь день били молотком. Но в этой боли хотя бы нет двойного дна, и это меняет все сильнее, чем ты ожидал. Ты впервые за долгое время начинаешь уставать не от страха, а просто от работы. По ночам старые рефлексы никуда не деваются. Ты все еще смотришь, кто входит, все еще выбираешь место спиной к стене, все еще вздрагиваешь от резкого стука в дверь. Человек не выходит из таких историй чистым, он выходит только живым. И именно тогда до тебя доходит. Самое трудное было не уйти. Самое трудное — потом научиться жить так, будто никто больше не держит тебя за горло. Потом жизнь действительно становится тише. Не сразу, не так, будто тебе за все выдали награду, и не так, будто после одной правильной развилки человек мгновенно становится другим. Просто тише. Сначала ты это даже не замечаешь. Просто однажды ловишь себя на том, что спал почти всю ночь и проснулся не от внутреннего толчка, а потому что за окном уже светло. Дальше идут месяцы, в которых ты работаешь больше, чем живешь. Кузовной цех, потом сервис получше, потом еще один. Ты учишь английский уже не для того, чтобы не выглядеть идиотом перед классом или не потеряться в магазине, а для дела. Учишься спорить по цене, объяснять клиенту, почему деталь надо менять, а не тянуть еще месяц, понимать документы, не теряться в чужой речи, когда она летит слишком быстро. Это оказывается тяжелее, чем казалось в 16. Из бедности иногда выбираются быстрее, чем из привычки ждать удара. С матерью у вас все налаживается медленно, не через один разговор, не через слезы, не через красивое «прости». Просто со временем в ваших встречах уходит старая настороженность. Она видит, что ты не пропал. Ты видишь, что она тоже все это время держалась как умела, хотя сил у нее было не больше твоих. Иногда вы сидите на кухне уже в другой квартире, пьете чай и говорите о каких-то простых вещах, о ценах, о погоде, о том, кто из знакомых куда переехал. И именно в этих простых разговорах постепенно исчезает то напряжение, с которым вы когда-то жили бок о бок. С Леной все выходит еще тише. Вы теряете друг друга на время. Не навсегда. Просто жизнь уводит в разные стороны, когда у обоих слишком мало сил еще и удерживать кого-то рядом. Потом снова находите друг друга, уже взрослее, осторожнее, без прежней наивности. Между вами уже нет той подростковой веры, что можно пообещать что-то большое и этим все исправить. Но остается другое, редкое понимание, которое не надо долго объяснять. Постепенно ты начинаешь собирать деньги уже не на побег, а на основу. Это, пожалуй, и есть главное отличие новой жизни от старой. Раньше ты все время думал, как уйти, где спрятаться, как не дать себя дожать. Теперь понемногу думаешь, что можно построить. Через несколько лет открываешь свой маленький гараж, без громкой вывески, без людей, которые шепчутся в подсобке, без чужих пакетов и серых поручений. Просто место, где пахнет металлом, маслом, резиной и нормальной усталостью. Иногда вечером, закрывая ворота, ты остаешься внутри еще на минуту. Слушаешь, как остывает железо, как щелкает металл, как стихает день. И в такие моменты до тебя наконец доходит вещь, которую раньше ты все время называл не теми словами. Ты думал, что все это было про Америку, про шанс, про деньги, про то, чтобы не быть никем. А на самом деле все это время ты бился за другое, за право однажды проснуться утром и не почувствовать, что мир уже держит тебя за горло. Чистым ты, конечно, не вышел. После такой жизни чистыми не выходит. В тебе осталось слишком много холода, слишком много недоверия, слишком много привычки сначала смотреть, кто вошел и где выход. Некоторые вещи не исчезают, они просто перестают управлять тобой каждую минуту. И, наверное, в этом все и было. Не в деньгах, не в Америке, даже не в том, что ты выжил.
а в том, что однажды перестал жить как человек, которого все время можно сломать.